Фитнес-браслет с стильным дизайном, интересным и качественным ремешком, хорошим временем автономной работы, отличным ПО, плавным интерфейсом, наличием водонепроницаемости. С данного браслета даже можно отвечать на уведомления заготовками. Ко всему этому еще имеется возможность оплаты через доступные сервисы, но как же на самом деле дела обстоят у фитнес-браслета под названием Oppo Band Vitality Edition? Сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Данный фитнес-браслет поставляется в миниатюрной белой коробочке с изображением самого устройства, а также мы имеем краткие характеристики, но все на китайском языке, так как у меня на руках китайская версия Oppo Band. Как я подключил Oppo Band, я расскажу далее в ролике, и спойлер, больших проблем не было. Возвращаемся к распаковке. Пакинг минималистичный, в комплекте есть краткое руководство с QR-кодом для приложения, сам фитнес-браслет и зарядное устройство с двумя пинами. Смарт-браслет включается после подключения к зарядному устройству, что стандартно. Oppo Band выглядит интересно в паре со своим ремешком, капсула имеется и, разумеется, вынимается и ее размеры 13 на 40 на 17 мм. А весит капсула вместе с ремешком 22 грамма. Вместе с ремешком габариты капсулы в ширину сильно не меняются. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши, разумеется, 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к браслету. Поставляется Oppo Band в различных расцветках, так что выбрать есть из чего. Я приобрел синий вариант. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет выглядит хорошо. Ремешок из силикона, тактильно он очень приятный. Корпус фитнес-браслета выполнен из полимерных материалов. Сборка меня порадовала, как и материалы. При носке Oppo Band не ощущается, спать в нем очень комфортно. На корпусе расположили надпись Oppo, 2 контакта для зарядки и датчик мониторинга здоровья. Браслет может измерять помимо пульса также кислород в крови и мониторить сон. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. Измерение пульса может работать как с периодичностью 6 или 2 минуты, также в перманентном режиме или в ручном. SPO2 работает в ручном режиме, наш любимый кислород, а также ночью во время сна в автоматическом режиме, что неплохо. На руке измерения приближаются к реальным, погрешность по мне минимальная по моим тестам, что неудивительно. Напоминаю, что большую роль играет правильно надетый браслет, а также чистые датчики, так что следим за его состоянием, какого бы браслета у вас не было. Мониторинг сна в целом отличный, к нему претензий у меня нет, так как все фазы сна он считает хорошо. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на скромные 1,1 дюйма со стеклом 2,5D и разрешением 126 на 294 пикселя. Рамки у Oppo Band просто громадные, как и подбородок. Интерфейс недоступен на английском языке, не говоря о русском. Картинка, как по мне, слегка тускловатая, скроллинг плавный на удивление и перемещаться по интерфейсу удобно. Яркость пятиступенчатая, автояркости на борту нет. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день мне лично яркости хватает, но из-за размеров самого дисплея иногда приходится вглядываться. Время до отключения экрана максимум 10 секунд, чего мало, как по мне. Функции постоянно включенный экран, Always On Display на борту нет. Настроек представлено минимальное количество. При повороте запястья экран загорается через 1 секунду, плюс-минус, хорошо. Главное, работает. Выключить экран можно, накрыв ладонью, а включить также можно, коснувшись экрана один раз. Установить пароль на фитнес-браслет нельзя, но есть режим «Не беспокоить». По свайпу с главного экрана сверху вниз и наоборот это меню и главный экран, а слева направо и наоборот циферблаты, которые установлены. Меню небольшие, в нем есть из интересного это активность, тренировки, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, дыхательных тренировок нет. Музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Встроенной памяти нет, что снова же неудивительно. Далее есть погода, таймер и секундомер без возможности работать в фоновом режиме. Будильник, который нужно заводить через приложение, фонарика нет, а вот поиск телефона на борту. Разумеется, различных фич довольно мало, но для тех, кто проживает в Китае, я думаю, наличие возможности оплачивать через Alipay и WeChat будет приятным плюсом. Может быть, и у нас когда-нибудь завезут, хотя это звучит неоднозначно. Bluetooth кнопки для удаленной съемки нет, что печально. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, тренировок на борту 12 штук. Во время тренировки нельзя пользоваться плеером. Напоминалка встать, размяться есть. GPS-навигацию смарт-браслет не поддерживает, что плохо. Входящий звонок можно только сбросить, быстрых ответов нет. Вибромоторчик хороший, а силу вибрации настроить можно. Уведомления приходят не моментально, отвечать на них возможность есть, но заготовки на китайском языке. Иконки приложений не отображаются, как и смайлики. Далее, емкость аккумулятора 100 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 1 часа. В активном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья они проживут не более 8-9 суток. Время автономной работы для данного девайса неплохое. Водонепроницаемость
на борту класса 5 атмосфер, разумеется, как и все устройства с каким-либо классом защиты, от влаги я их окунул в воду. По итогу с ними ничего не произошло, функционал остался рабочим и браслет никак не пострадал. Плавать с ними можно, как и принимать душ. Приложение HeatTap Health нужно скачать, отсканировав QR-код, который есть в кратком руководстве. Советую при регистрации аккаунта выбрать регион Китай, после чего можно будет спокойно подключать смарт-браслет. Приложение доступно на английском языке, в приложении есть 3 вкладки: вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице Oppo Band мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых более чем достаточно. Ко всему этому можно любую фотографию установить на заставку. Далее есть небольшое количество различных настроек устройства, а также обновление прошивки. И мне обновления уже прилетали. Минусы: заметный подбородок и рамки, минимальный функционал, нет различных настроек по персонализации интерфейса, нет Always On Display, нет встроенного GPS, нет микрофона, нет динамика и не отображаются смайлики. Много минусов, правда? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она довольно приятная, но опять же, мы все прекрасно понимаем, что если вы смотрите этот ролик, либо вам интересно, либо вы просто смотрите мой канал, либо у вас есть телефон Oppo. Ну и третий вариант: у вас телефон Oppo и в Китае. В этом случае понятно, почему вы выбираете браслет. У меня есть топ-10 браслетов на канале, посмотрите, там все максимально ясно, с объяснениями, что, как и почему выбирать. Так же, как есть море топов телефонов и наушников, которые я сделал в конце 2022 года специально под все вот эти сейлы и конец года, чтобы у вас была возможность прикинуть, что есть на рынке. И опять же, каким образом желательно выбирать сейчас устройство. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. В телеграм-канале взаимопомощи я, допустим, еще видео скидываю, где что в каких странах, за какие цены видел. Когда мы думаем, что у нас что-то дорого, мы очень сильно ошибаемся. У нас очень выгодные цены на электронику. Резюмирую. Oppo Band Vitality Edition — интересное носимое устройство, но данная версия подойдет только для проживающих либо в Китае, либо имеющих смартфоны от бренда Oppo, так как наличие оплаты через WeChat и Alipay выделить в данном устройстве я не могу. Да, в целом он хорошо работает, но функционала в нем по минимуму. Поиграться купить можно, как постоянный браслет, разумеется, вы знаете, фаворитом Mi Band 7 и все, либо Huawei Band 7, либо Amazfit Band 7. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.